Меня зовут Анастасия, родилась я в деревне Лопшинга, являюсь коренной поморкой. Здесь прошло мое детство, здесь закончила 9 классов. В детстве нам рассказывали такую байку, легенду, как произошло название нашей деревни. Ехал по Белому морю Петр I, попал в штормовую погоду. Ему пришлось выйти на берегу нашей деревни. Вышел в деревню, зашел в первую избу. Там бабка пекла пироги в русской печке. Вытаскивает пирог на лопате, а сзади стоит Петр I. Она испугалась, нажала рукой на лопату, и с лопаты шинга улетела прямо Петру в лоб. Петр I сказал, что эта деревня будет называться Лопшинга. В Лопшинга прилетел. С детства помню, что море было намного дальше от самой деревни. Сейчас каждым годом приезжаем, и заметнее становится, что вода приближается к деревне все ближе и ближе. Особенно это очень заметно в штормовую погоду. Когда шторма идут, большие шторма, они достают прямо до сараев, доходят, и даже дальше сараев. Видно это по отпечаткам на песке. Мои родители, отец мой, правда, с Яровни, а мать местная. Но я, сколько живу, не чувствую, чтобы море наступало на деревню. Тут и море прибыло, а тут убыло. Погода, естественно, меняется. Жарище было сейчас. Я ходил как вяленый. На солнце еще до 40 доходило тут. Не бывало никогда. Уж до 32 бывало когда-то. Бывало. И то морозом. Я не помню, чтобы за 30 зашкаливало. Раньше помоложе я был за Коргу, уедешь туда. Погода хорошая такая. Ты моряк, понимаешь, все испытал, нырнешь. А там ледяная вода. Но вообще говорят, что оно намного стало теплее море белое, чем было раньше. По крайней мере, я не помню такого, чтобы мы купались в море, как в парном молоке. А вот последние, наверное, 5 лет у нас это очень часто. У нас дети купаются, и бывает оно вообще как парное молоко. Не постоянно, но вот бывают такие дни, что оно прямо вот теплое. Ну, вот это лето очень теплое. Сколько я помню в своем детстве, такой особой жары не было. Зовут меня Батманова Тамара Михайловна. Мои родители, бабушки и дедушки проживали здесь, в деревне Лопшинга. Я тоже здесь, в общем-то, родилась-то в Архангельске, а прожила здесь все детство. В 15 лет, поскольку школа у нас была только до 9 класса, я отсюда уехала поступать. Но потом возвращалась, 2 года жила здесь, работала, а позже уехала в Архангельск. Мы в детстве, знаете, у нас была забава дразнить шторм. Мы так любили шторма, убегали от волн. Знаете, как это было здорово. Это так интересно. Если вот как называли шелонник, да, северный или северо-восток, то это 100%. Как только море начинало штормить, надо было лодки вытащить на берег. Естественно, нас, детей, к этому всему привлекали, потому что никуда. Меня зовут Галина Фадеевна Ишманова. Мне 68 лет. Я считаю, что я коренная поморка. Потому что по линии мамы моей, то есть бабушки, дедушки, мы все поморы именно отсюда. Причем сколько веков насчитывает история поморов, я даже сказать не могу. Рыбы стало намного меньше в море, однозначно. Вот, например, у нас был прекраснейший рыбозавод Пертаминский. Мы туда им тоже поставляли селедку, например. Селедку привозили огромными лодками. Ее пересыпали, когда вот серебряный поток, прямо вот я так вспоминаю из детства. Очень много было рыбы. А селедка исчезла еще из-за того, что белухи расплодились немыслимо. Вот чтобы когда-то белуху увидеть, а я из окна целые тут стаи, видно, как они прыгают, спины только там мелькают. Очень много белых. Природа очень меняется.
Раньше было четко. Зима так зима, лето так лето, весна так весна. Все. Теперь же все перемешалось. Весна очень-очень ранняя, зато все лето сырое, мокрое, холодное. Иногда наоборот, затяжная весна. До июня снег лежит, до июня лежит снег. Был такой случай на моем веку, как бабушка говорила. Вот. Ну, в этом году, смотрите, жара немыслимая, без дождей. Месяц такого никогда не бывало у нас. Простудные заболевания от нестабильной погоды очень часто. Иммунитет, естественно, ослаблен. И вот влияние погоды, вы знаете, тут у нас всегда леса, даже поблизости, я уж не говорю о более далеких участках, были вот сплошняком. Шла обязательно голубика и черника. Последние 3 года черники вообще не было. Вообще не было. Ни одной ягодки. Откуда? Почему это? В том году не было вообще клюквы. Чтобы клюквы не было, у нас же болото кругом. Негативные изменения, например, заготовка леса, да? Лес рубят, потом вывозят в определенное время. Все уже знают, когда, что примерно, готовят технику для этого. Бац, в этом году весна, в марте все растаяло. И очень у многих лес остался не вывезен. Значит, надо заказывать трактор, надо платить деньги и так далее. Уж мужики поворчали, да? Вот, пожалуйста, вот влияние изменения климата конкретное на людей. Вот, и потом на завоз продуктов очень влияет. Везут из Архангельска, везут до Луды, там до Заяцкого, а из Заяцкого машинами. Вот обратите внимание, вот видите, вот этот дом наш, вот этот дом, это наш дом. Смотрите, 2/3 занимают хозяйственные постройки. 2/3. И вот это маленькое, вот то, что осталось, вот эта вот часть, это осталось от этого старого дома. А там хозяйственные пристройки. Раньше строили дома всегда добротные поморы. И у них постройки были такие, чтобы как можно меньше зимой, в холода, в морозы выходить. Все было под одной крышей. Скот, дрова, кладовая, зерно, все было под одной крышей. Теперь этого ничего не надо. Так моя бабушка, она зимой, она ездила с мужиками на санях из Лопшинги в Архангельск по морю, по Двине, по льду, возила туда рыбу там продавали, семгу, закупали все вещи, какие нужны были, и ехали обратно. Как она говорила, шла, да пошла, да поехала. Ну, раньше действительно зима была зима, да почему такие дома? Чтобы лишний раз холод не пускать, чтобы все было под одной крышей. Морозы были очень-очень сильные, и лето было нормальное, не как сейчас. Поморы очень добрые люди. Они, но и очень суровые. Привыкли к лишениям. Они привыкли, бороться со стихией. Привыкли выживать в трудных условиях. И в то же время они никогда не бросали на произвол судьбы вдов, у которых в море погибали мужья. Они всегда приносили им и науку, и забор помогут там, или что-то надо починить. Ну, в общем, вот такие вот поморы. Бабушка, когда была еще совсем молодой, у них, во-первых, все церковные праздники это было святое. Причем по побережью праздники как бы разделялись. У нас вот наш Лопшинский был Петров день, да, в Яринге, вот у меня записан там какой-то другой день был. И вот ходили в гости обязательно. И посиделки, значит, собирались где-то в какой-то избе, много народу молодые, обязательно что-то делали и сплетничали, и разговаривали. Потом чай пили, потом там хохотали, как они, бабушка говорит, граили, до сечку. Это так по-лопшински.